Доброго вечора, ми з України, мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Україна в вогні». Прежде чем мы начинаем, вы помните алгоритм вашей работы. Лайк, перепост и комментарий. Ну, комментарий, конечно, можно в конце, потому что так правильнее. Так, начинаем. Россия не перестает оправдывать свое вторжение в Украину и каждый день генерирует целые теории, одна прекраснее другой. Вчера наткнулся на гениальную. Эта теория изложена в популярном российском стиле рентген. Это когда вы видите только черное и белое. Так вот, оказывается, в мире существуют только страны-колонизаторы и колонии. Россия не хочет быть колонией, поэтому она напала на Украину, которая должна стать колонией, чтобы Россия сохранила себя в статусе колонизатора. Потому что Америка и другие сверхдержавы колонизаторы, а мы тоже не лаптем щи хлебаем. Окей. Но мы начнем с того, что Россия в 21 столетии предлагает миру модель 19 столетия. Но это полбеды. Обычно колонизаторы — это страны, которые технологически и в какой-то мере цивилизационно превосходят страны, которые они хотят колонизировать. Испанцы с огнестрельным оружием против ацтеков, британцы против индусов и индейцев, бельгийцы и немцы против народов Африки, копья и стрелы против мушкетов и артиллерии. Вторая плохая новость для России — ни технологически, ни по интеллектуальному потенциалу она не превосходит Украину. На самом деле обе страны имеют свои системы образования, одинаковый доступ к знаниям и одинаково зависят от западных технологий. Третья плохая новость для России. Ничего кроме дешевого газа, нефти и внутреннего рынка для украинской продукции путинская неоимперия предложить не может. Их экономическая модель строится на торговле сырьем, их политическая модель – обычная клептократия и диктатура. Как показывает история, такая экономика и социальное устройство общества никогда не приводят к процветанию и развитию. А ведь есть еще культурные и цивилизационные аспекты. Здесь для России вообще все грустно. Украинская культура первична. Сначала был Киев, потом Москва. Все самые древние христианские храмы в Украине, а не в России. Язык, на котором пытается разговаривать Россия, пришел из Киева. Это не украинский суржик русского, а наоборот русский – это суржик украинского. Вся история Руси – это история Украины, а не России. Их историю нужно искать в устных поэтических эпосах монгольского и татарского народов. В этом нет ничего плохого и зазорного, просто не нужно красть чужую историю. Разумеется, за века Россия как империя сформировала свою собственную культуру. В этом гигантском котле самым причудливым образом встретились и переплелись Восток и Запад. Огромный вклад в культуру империи внесли, собственно, сами украинцы, которых сразу называли либо представителями великой русской культуры, либо талантливыми малоросами. Четвертая плохая новость для России. Вы не колонизаторы, вы лаптинизаторы, вандалы на границах Священной Римской империи. Ваша цель – геноцид украинского народа, его истребление и захват стиральных машин, комбайнов и мультиварок. Вы не несете никакой цивилизации и новых идей. Вы дикари, у которых в руках оказалось слишком много огнестрельного оружия и атомных бомб. Вы тащите нас в прошлое, которое уже однажды не сработало. У вас не получилась монархия, не получилась буржуазная революция, социализм, коммунизм и демократия. Каждый раз после короткой и кровавой оттепели Россия возвращается к диктатуре, клептократии и внутреннему террору. Спасибо, но это ваша личная кармическая история, и мы не будем принимать участие в этом олимпийском забеге по граблям. Но самая плохая новость заключается в том, что сама Россия давно колонизирована. Но не методами 19 столетия, а гораздо тоньше, проще и более естественным путем. Настоящая технология ничем не отличается от волшебства. И когда народ бурундук видит, как работает iPhone, Tesla, стиральная машина или мультиварка, он жаждет этих магических предметов. Потому что они делают его жизнь комфортнее, а МРТ и революционные лекарства ее продлевают и спасают. Да, я знаю, что оккупацию и даже полное уничтожение украинского государства поддерживает как минимум 80% населения. Но это то же самое население, которое очень скоро поймет, что Запад закрыл все фактории на территории России. У них, у русских, еще есть доллары, а рубль, возможно, скоро будет дороже доллара. Но айфоны будут только в магазинах «Березка» и точка. И купить их смогут только обладатели каких-нибудь суверенных купонов и представители власти. Для них будут созданы спецраспределители.
Все это уже тоже было, но для нового поколения россиян станет неприятной новостью. А пока мы наблюдаем, как туземцы пытаются повторить волшебство западных технологий при помощи сельской магии. Получается ожидаемо хреново. Главная новость этой недели: в сети «Вкусная точка» посетитель приобрел гамбургер с заплесневелой булкой. Напомню, что «Вкусная и точка» родилась на останках Макдональдса и, видимо, допродавала его святые мощи, которые подверглись естественной атаке микроорганизмов. Забавно, но в день открытия его владелец торжественно обещал, что корм в точке будет даже лучше, чем в Маке, и хуже точно не будет. И не соврал, просто россиянам надо привыкать, что хлеб с плесенью – это как сыр с плесенью, только лучше. И вот эта самая заплесневелая булка является символом торжества российских технологий. Они даже не могут повторить. Мы не говорим про придумать и реализовать. Даже сами россияне понимают, что вся эта муть про аналогов нет, чистый бред. Должна быть культура производства, технологические цепочки, комплектующие, индустрия. Их нет. Но на самом деле крушение котлетного бизнеса – дело поправимое. Стекломой и беляш с шерстью исчезающих видов дворовых котов – надежная кулинарная база страны. Главное помнить, что пельмени без водки едят только собаки. Такие сакральные знания продлевают жизнь. Кстати, недавно поступил вопрос от пытливого зрителя. Почему в ваших выпусках новостей про Россию больше, чем про Украину? Ответ очевиден. Украинцы новости в стране узнают от новостных агентств, а я их всего лишь трактую и обсуждаю вместе со зрителями. А вот новости из России они часто получают из нашего проекта. Почему эти новости важны? Мы должны знать все слабые и сильные стороны врага, который вероломно вторгся в нашу страну. Иногда, сцепив зубы, я вынужден сообщать о временных успехах и маневрах путинской империи. Но большинство новостей – это прямо хроники деградации и развала. Интересовала ли меня Россия до войны с Украиной? Судите сами. В Российской Федерации я был один раз в далеком 91 году в Москве. С тех пор ни ногой. При этом объехал несколько раз весь мир. Неинтересно мне в России. Россия для меня абсолютно вторична. Она не генерирует ни смыслов, ни технологий, а редкие книги Сорокина или Пелевина продаются прямо в телефоне. Да, я хотел бы увидеть Байкал или Сахалин, но, видимо, придется подождать, когда эти регионы колонизируют Китай и Япония. Появятся дороги, хорошие отели, а выгребные ямы заменят хотя бы турецкой сантехникой. Да, я знаю, что есть достаточное количество украинцев, которые любят ездить в Москву. Но это украинцы специфического толка. Обычно это мрачные жлобы, которые не говорят ни на каком языке и занимаются они схематозом и откровенной коррупцией. Вот они как раз очень подвержены лаптинизации. По возвращению в Украину они покупают гелендевагены, надувают ботоксом и силиконом своих телок и ведут себя как жлобы, и таковыми в принципе и являются. Они не восприимчивы ни к одному из видов искусства, хотя могут коллекционировать картины инвестиционными погонными метрами. По сути, лаптинизация – это не просто антикультура, это особая форма культура упорности, когда толщина лобной кости отсекает любые цивилизационные вибрации. И все заканчивается сыном и отцом на Лебедином озере, когда сын спрашивает, почему балерины на сцене передвигаются на цыпочках. И отец выдвигает гипотезу, что лебедей много и, похоже, вся сцена в дерьме. Скажу больше. Наблюдая за событиями в России, мы становимся свидетелями того, как лаптинизация начинает влиять на сознание людей, особенно российских чиновников и политиков. Вот представитель России в оккупированном городе Кёнигсберг, Восточная Пруссия. Вы, европейцы, ставите нас в условия, ограничивающие наши гуманитарные, в том числе, возможности существования нормального. Вы ухудшаете нам, значит, ситуацию там, с точки зрения инфляционного давления. Вы зачем это делаете? Вы просто действуете вражеским образом, ухудшая жизнь там, миллиона с лишним человек. О каком там хорошем, добром отношении к своим соседям можно говорить? Да? Ведь у нас нормальные отношения, во всяком случае, с людьми, да, на уровне там, человеческого общения. С чего вдруг их там руководители стали желать там, экономически задушить наши дела? Но если они декларируют это, собираются это делать, то у нас, я уже сказал, есть как бы и крайние ответы экономического рода. Посмотрим, так сказать, кто сильнее. Вот что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование, так сказать, вступать. Надеюсь на это благоразумие.
Перед вами яркий пример того, как лаптинизация и культуроупорность приводят к тому, что у человека происходит выборочная амнезия памяти и проблемы с простейшими математическими вычислениями. Походу, чувак на 5-й месяц полномасштабного вторжения России в Украину не может сложить 2 плюс 2 и понять, почему россияне сосут лапу непобритого медведя и почему против них введены санкции. Мужик, ну я не знаю, посмотри новости не только на телеканале «Россия». Я же по глазам вижу, ты знаешь английский на уровне Where is the chalk и Who is absent today. Напряги скрипу, она раньше была извилиной, не сдавайся. А в это же время лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. Как вы понимаете, не в честь Владимира Высоцкого. Цитата. «Сейчас наступило время для того, чтобы придать статус стратегическому региону, а также переименовать Калининград с учетом современных реалий и отечественных традиций. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край». Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики, считает Миронов. Хотя, например, мне кажется, что из этого названия сразу становится ясно, что господин Миронов подхалим и блюдолиз. И я уверен, что родной город великого немецкого философа Иммануила Канта вернет свое истинное название и из гнусного Калининграда снова превратится в великий Кёнигсберг. А Владибалтийском пусть реально путинскую дачу назовут. А теперь мы плавно переходим к блоку украинских новостей. Начнем с фронта. Вы уже знаете, что Луганская область полностью оккупирована войсками Российской Федерации. Они дорого заплатили за эту победу, и, надеюсь, она для россиян будет пировой. На это как минимум намекает тот факт, что Путин попросил Шойгу отправить войска, которые штурмовали Северодонецк и Луганск, на отдых. В переводе с российского новояза части не боеспособны, их нужно отвести для пополнения личным составом и техникой. Зато подразделения ЛНР и ДНР, по заявлениям Дениса Пушилина, он же Пенис Душилин, будут сразу переброшены на Донецкое направление. Как говорится, отдохнут уже на том свете. В это же время подчиненные Душилина из милиции ЛНР, ДНР сообщили, что попробуют отодвинуть украинские войска до Киева, чтобы мы не могли бомбили. Но главная ржака – это выступление Шойгу о том, что ленд-лиз только продлевает войну. Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружений киевскому режиму. Видимо, в ближайшее время в российской истории придется выбросить все упоминания про роль ленд-лиза во Второй мировой войне. А Германия, в принципе, уже сейчас может заявить о пересмотре результатов Второй мировой, потому что СССР жульничал и использовал помощь Запада. А это, как заявляет современная правопреемница СССР Россия, очень нечестно и даже вероломно. Не обошлось на этой неделе и без очередной зрады. Население Украины на данный момент несколько раздосадовано неудачами на фронте и очень обозлено в связи с невозможностью краткосрочно выезжать за границу. Хотя кто-то хочет не просто краткосрочно, а краткосрочно окончательно. На этом фоне заявление Генерального штаба ЗСУ выглядит не просто самонадеянно, а откровенно вызывающе. И это, к сожалению, не фейк. Итак, если убрать весь казенный язык, оказывается, по закону о военной службе в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещено покидать место проживания, а также необходимо получать специальное разрешение у военкома для выезда за административные границы места проживания или пребывания. Получается, что это прямой запрет на передвижение по территории государства, и он очень напоминает зачатки крепостного права. Что касается получения справок у военкомов на выезд к родственникам по работе и просто в гости, то это просто заблокирует работу военкомов, и справку никто не получит. Там будут стоять десятки тысяч людей в очередях. Единственное, что радует, этот закон действует с 24 февраля 2022 года, но данная норма пока не использовалась. Впрочем, моя радость была преждевременной. Оказывается, вчера в Запорожской области мужчинам запретили выезд за пределы региона без соответствующего разрешения. На фоне бурного обсуждения, что женщин, которые стали на военный учет с 1 октября, не будут выпускать за границу, все выглядит не просто печально, а настоящей диверсией. Все это время мы говорили о высокой мотивации украинцев защищать Родину. И так оно и есть.
Но применение этих законов может самым отрицательным образом повлиять на эту самую мотивацию, потому что выглядит форменным недоверием власти по отношению к своему народу. И это мы уже не говорим о том, как такие запреты повлияют на экономику и коррупцию в стране. Гетьманцев, просыпайся, налогам хана. Владимиру Зеленскому и народным депутатам тоже пора очнуться от летаргии, потому что однажды мы все вместе можем проснуться в стране, которой руководят военные. Кстати, на заметку президенту и Кабмину. Вот что бывает, когда вы начинаете незаконно ограничивать граждан в их правах и нарушать Конституцию. Вот так, потихонечку, потому что так надо, потому что требует необходимости, давайте как-то пропетляем. Вот смотрите, куда мы уже допетляли. Будут ли у меня хорошие новости для конца выпуска? Да. Какие бы ошибки не совершала наша власть и какую бы зраду не разгоняла население, мы никогда не догоним Россию. Я противоположная сторона. За войну? Я не за войну, я против как раз. И для этого идет специальная операция, чтобы этой войны не было и дальше, и чтобы она не перешла на нашу территорию. Тут все очень понятно. И непонятно, почему некоторые граждане такие. Я считаю, что надо тогда менять гражданство и уезжать в другую страну, в ту, которую ты поддерживаешь. А во время войны свою страну никто не хает. Да? И никто не возражает. Да. Солдаты, там наши люди гибнут. А за что гибнут? За что? За мир на нашей земле. А у нас Вообще, не было мира вообще на планете Земля. Наши солдаты гибнут в Украине за мир на всей земле. Война за мир. Що може бути прекрасніше этого терміну? Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!